Даже если предположить, что там нет любви, то разорвать таких людей практически невозможно, очень трудно. Их уже здесь и сейчас у нас всегда есть поводы, чтобы быть довольным. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Усаживайтесь поудобнее и давайте переходить к разбору нашего сегодняшнего замечательного аркана. Это десятка пентаклей, одна из самых приятных карт в колоде Таро. Десятка, которая говорит о полноте, которая сулит всевозможное благо, окончание чего-то, финиш чего-то. И сама по себе масть пентаклей, масть денежная, как ни крути, масть материальная, масть каких-то благ. Да, не все так однозначно, не только здесь будет материально, конечно, поговорим мы с вами и о духовном, но сперва хотел бы обратить ваше внимание, собственно, на ту карту, которую мы и собрали здесь, чтобы разбирать, из колоды Гюстава Дере, которую выпустила компания Лос Карабео. Обратите внимание на гравюру, которая должна вроде бы как бы дополнить нам смысл карты, но сегодня как раз один из тех случаев, когда не особо расширяются пределы того, что мы видим на гравюре и что изображено на карте. Суть карта передает. Никакого смысла мы с вами не потеряли. Что мы здесь видим? Центральная фигура – это бабушка, которая сидит с большой толстой книгой, сидит в мягком кресле, посадила внучку себе на колени. Рядом собралось много детишек, которые готовы внимать этим словам, которые готовы слушать мудрость, опыт поколений, если что. Да, здесь есть и взрослый персонаж, здесь есть, скорее всего, мама этих детей, если и не всех, то часть из них. И в этом плане данная карта очень похожа и на классику, на ту, которую выпустил некогда Уэйд. Здесь также есть седовласый старец, который гладит собаку. На дальнем плане видно девушек, одна из них, возможно, даже беременна, видно детей. Мы также понимаем, что это разные поколения. Кто-то еще только подрастает, кто-то взрослый, а кто-то уже совсем старичок. Классика, которая разделяет любой этап любого дела, в том числе и нашей жизни, на 3 стадии. Начало, середина, конец. Завязка, кульминация, развязка. Да? Юность или отрочество, зрелость и старость. Но будем сегодня мы говорить подробнее об этой карте. Название сегодняшней лекции – Шарль Перро. Это автор сказок, которые мы разбирали сегодня, не сегодня, а ранее, на аналогичных лекциях. Автор сказок, которые вы все знаете с детства. Но почему сегодня именно я взял на название лекции его имя и фамилию, а не название сказки? А потому что нет никакой сказки. Гравюра, которую компания Лос Карабео взяла для своей карты, она является форзацной для толстого сборника сказок. А потому она не посвящена никакой из сказок. Она в целом говорит о том, что эта бабушка читает своим внукам сказки. Но это нам не помешает поступить традиционным образом и полнее погрузиться в саму карту, хоть и без истории, о чем, я уверен, вы очень жалеете. Ну что, давайте тогда полнее уже переходить к разбору карты и погружаться в этот аркан во всей его полноте и красоте. Десятка – это конец, это полнота, это финиш ситуации, финиш какой-то стадии, финиш развития на каком-то временном отрезке. И если вспомнить старшие арканы, то там тоже есть 10-й аркан. Это колесо фортуны. Вы же помните, что колесо фортуны, вообще-то на то она и фортуна, что может она как поднять нас наверх, да, вот этого самого колеса, так и сбросить потом с пьедестала первенства и порой преподав жестокий, неприятный урок. И вот в этом смысле всеми десятками управляет колесо фортуны. А его, соответственно, можно разделить на 4 части, на 4 четверти, и каждой из таких четвертей отдать в управление определенную масть.
Вот так, например, зима – это у нас будут мечи. Весна – это будут жезлы, лето – кубки, ну а осень, соответственно, вот она, пентакли. Вот о последнем мы как раз и будем сегодня говорить подробнее. Цыплят считают по осени. Что посеешь, то и пожнешь. Сделал дело, гуляй смело. Все эти пословицы дают нам понять, что именно осень – та пора, которая расставляет точки над «и» в материальном плане. Да, вот эти пословицы дают понимание того, что весной ты заводишь цыплят, но считаешь их осенью. Ну, как бы намек, что не все там на самом деле могут дожить. Это раз. А два, ну, как бы осень покажет, а кто на самом деле преуспел и кто чего достиг. То есть это такая черта, это подведение итога, это время сбора урожая. Именно осень – это как раз и есть момент сбора урожая и окончания всех полевых работ. Именно осень накопила больше всего опыта за весь предыдущий год. Именно осень дает нам понять, как мы переживем голодную зиму. Да, она еще вроде не наступила, но уже сейчас мы думаем о том осенью в Пентаклях, о том, как нам пережить ту самую зиму, когда выпал снег, и нет возможности пойти и сорвать огурчик, помидорчик или яблочко на поле, на огороде. Не получается. Это именно тот период, где мы еще питаемся плодами с поля, но при этом не начинаем есть запасы на зиму. Именно сейчас наши амбары самые полные, жизнь самая удовлетворенная, опыт, чтобы передать молодым, имеется. Потому что мы прошли от весны до осени. Кстати, раньше год начинался с весны. Так исторически сложилось, что кто-то внес, вы знаете, да, эти все правки в календарь, и мы начинаем год праздновать 1 января, как начало года. Но издревле люди, жившие на земле, возле земли, питавшиеся от нее напрямую, и хотя мы сейчас попытались с вами уйти в нашем технократическом мире от этого, и как будто бы мы не знаем, откуда берутся все эти салаты, все эти фрукты, овощи и мясо, как будто бы они сами появляются на полках магазинов. Мы знаем, что это все растет из земли. Так вот, люди начинали свой год с весны, и именно весна стартовала новое колесо, новый виток, а он заканчивался зимой, как самый тяжелый период, когда нужно было затянуть уже пояса и дожидаться, что вот-вот-вот-вот наступит тот самый новый виток, новый круг, когда все снова начнет буять, расти и зеленеть. Так вот, осень – это как раз та пора, о чем я вам всем перечислял, когда есть больше всего опыта. Опыт и того, что ты уже прожил, и опыт, а как же теперь тебе действовать, чтобы в будущем, то есть зимой, все было хорошо. Это может быть даже еще не совсем практический опыт, скорее теоретический опыт. Ну, понятное дело, что таких кругов уже было пройдено много человека. Много раз наступала осень, весна, зима, лето, осень, весна, зима, лето. И, конечно, люди знали, что нужно запастись максимально хорошо для того, чтобы зимой пережить голодное время. Традиционно я предлагаю вам несколько пунктов, запомнив которые раз и навсегда вы сможете глубоко разбирать практически каждый аркан, просто спрашивая внутренне, мысленно себя этот самый пункт, этот самый вопрос. О чем речь? Сейчас поймете. Практически любой аркан, он может отыгрываться как что-то снаружи, так и что-то внутреннее, так и десятка. Это может быть какие-то внешние проявления, что-то, что существует вокруг нас, так и в наши внутренние ощущения, так и то, что происходит внутри нас. Будем полнее об этом говорить и в разделе саморазвития, и в разделе карьеры, отношений, дойдем до всего. Аркан до и после. Какая карта у нас до, мы знаем. Это 9 пентаклей. После нету. Почему? Потому что 10 все, это уже конец. После это только уже начало нового этапа. Это снова мы пойдем по кругу. То есть сейчас как раз и происходит осень, и происходит тот самый период, когда мы подвели черты, итоги, дедлайн
своего рода, дебет с кредитом свели, да, такое окончание года. Не зря по окончанию всех полевых работ издревле в античности люди устраивали бурные празднества. Именно в этот момент люди позволяли себе всевозможные излишества и в еде, и в питье. Не зимой, потому что зимой и так голодно и холодно. Здесь все как бы говорило о том, что это праздник двойной. Во-первых, все. Ничего больше делать не надо, все работы закончены, вся картошка выкопана, перенесена в погреб, высушена, ну все уже сделано. Черная голая земля стоит на поле. А во-вторых, много всего, полно всего. Амбары, они просто ломятся от тех всех продуктов, которые есть. Животные, которые выросли, они самые жирные, самые тучные. Утки, гуси, куры, свиньи, коровы, козлы, овцы, все самые жирные и самые тучные. И впору именно сейчас устраивать тот самый праздник, подвести ту самую черту. А до у нас была девятка пентаклей. Казалось бы, и там изображено богатство, изображено состояние, но есть разница. Там девушка изображена одна, а здесь мы видим целую семью. И у нас как минимум здесь есть один пункт, которого не было в прошлом. Это и сменяемость поколений, это и передача опыта, и передача наследства. И если предыдущую карту в большей степени можно было бы назвать все-таки картой такого богатства, благосостояния, может быть даже какого-то излишества, потому что человек мог себе позволить не работать, то здесь больше более глубокого смысла. Это способность, мы будем говорить об этом, конечно, подробнее, способность быть удовлетворенным. Полнота. Не было той полноты в предыдущей карте, не хватало чего-то, да, вот эта вот одинокая девушка, соколиная охота. Все вроде прекрасно, все замечательно и хорошо. Такая какая-то маленькая нотка грусти, как будто бы присутствовала, да? Как будто бы чего-то не хватало. Вот этого и не хватало, этой самой полноты. Добавить нужно было еще персонажей. Хорошо, когда хорошо не только тебе, но и людям вокруг тебя. Так вот, до карты и после, да, вот эти предыдущие и последующие карты вполне помогают нам понять аркан, который разбираем сейчас. И хотя следующего нет, но мы знаем, что традиционно следующие идут придворные арканы. А там уже прямое указание, что это не просто какие-то ситуации, а это как будто бы мы в этих ситуациях. Это мы уже становимся над ситуацией, либо в ситуации и можем непосредственно на нее влиять. Или как паж усердно учиться, или как рыцарь выполнять какие-то активно поручения, или перейдя уже в стадию короля и королевы, когда мы можем выйти как бы из этой ситуации, смотреть на нее сверху, руководить ее, управлять и получать из нее максимальное благо. Поэтому обращайте внимание на карту до и на карту после. Статика или динамика – это тоже важный пункт, на который нужно обратить внимание. Что у нас здесь? Статика, конечно. Это статичная карта. Это еще один намек, что мы пришли. Мы здесь уже. Мы остановились. Ничего не нужно делать. Никуда не нужно двигаться. Все, что вы могли уже сделать, уже совершилось. И это замечательно и прекрасно. Особенно, когда вы понимаете, что то, что совершилось, приятно, с одной стороны. А с другой, никаких работ делать не надо. Кто так или иначе ездил к бабушке на дачу и копал картошку, то он понимает то прекрасное чувство, когда, я сказал уже, вся картошка выкопана, все уже убрано, все до последнего сорняка вырвано, вынесено, все просто чудесно, замечательно. На этом было потрачено, предположим, там, как это традиционно бывает, да, выходные, собрались большой семьей и все, сделали. И можно потом отдохнуть, можно пойти покупаться на речку, можно, пока дети купаются на речке, родители готовят вкусный ужин, угощение. И вот это вот двойное чувство, что чувство выполненного долга, да, что ты прошел какой-то этап, стадию, впереди светлое будущее, впереди тебя даже морально ничего тебе не гложет, ничего тебя не пугает. И при этом полные погреба запасов, ну как ни крути, это тоже приятно. Бабушки наши, ой, как радовались, когда картошки было в погребах так много, когда свеклы было собрано столько, что весной потом приходилось это все выбрасывать, ибо оно прорастало и гнило. Но это все и излишки, и издержки. Лучше пусть будет выброшено, чем не хватит. Не так ли?
Поэтому статика и динамика. Смотрите на это, обращайте внимание. Буквальное прочтение, оракульное прочтение. То есть, что мы на этой карте видим, о том мы и говорим. Что мы здесь видим? Мы видим здесь семью. Мы видим дружную семью. Мы видим полную семью. И хотя здесь, на этой карте, не присутствует ни одно лицо мужского пола, но так или иначе сама по себе сценка, чтение книги, чтение сказки подразумевает, что это, скорее всего, полноценная семья. Мало того, это еще и связь между поколениями. Не так часто в современных семьях можно встретить, чтобы под одной крышей жило несколько поколений. 3, например, как здесь показано. Также об этом может говорить. Ну и, конечно, какие-то вообще буквальные вещи, типа там обозначать детей, обозначать чтение, бабушку. Как я уже говорил ранее, каждая колода может быть уникальна. И не стоит отказываться от тех значений, которые могут быть заложены напрямую в карте. То, что они изображают, это и может также каким-то образом отыгрываться оракульно, буквально или, как я говорю, по-цыгански. Следующий пункт – это символика. Символика здесь присутствует, на этой карте ее нету, особенная колода, но в целом вы должны понимать, что если какая-то символика заложена, было бы неплохо ее знать, помнить и использовать. Например, здесь стройно так выложены эти пентакли, намек на дерево Сефирот. Конечно, в кабалу мы погружаться не будем, но кто хочет, может дополнительно изучить и просто потом этот момент себе вспоминать. Иного рода символика, которая здесь на классике есть, это может быть виноград, как понимание изобилия, это опять же беременная женщина, намек на связь между поколениями с одной стороны, с другой стороны, это и вроде как бы подвели черту, есть какой-то итог, а жизнь дальше продолжается, и хотя ты человек уже пожилой и старый, так, не все старики раньше в древности переживали суровую зиму. Но новая жизнь, зарождающаяся в чреве этой женщины, говорит о том, что жизнь продолжается. Все возвращается на круги своя, все будет идти. Может быть, не совсем это такая символика однозначная, которая в виде каких-то символов бывает изображена, но возьмите себе на вооружение, символику также стоит учитывать и ее прочитывать. И, собственно, сама масть или знак зодиака. В данном случае, когда мы говорим с вами о масти Пентакли, то мы должны помнить, что это масть Земли, это стихия Земля, а значит, что это априори что-то такое спокойное, что-то неспешное, что-то степенное, с одной стороны, а с другой стороны, что-то богатое, что-то такое изобилующее. Почему, в общем-то, и выбрано древними людьми на роль Пентаклей Земля? Потому что именно из Земли все произрастает, именно из Земли идут все блага, будь то в виде каких-то ископаемых, золота, бриллиантов, нефти, будь в виде того, что может на ней вырасти. Например, те же козы и овечки, которые питаются и осенью будут зарезаны. Или в буквальном смысле плоды, которые произрастают из земли, которые мы можем сорвать и съесть. Намек на то, что сама по себе эта масть, она уже потенциально богатая, она уже потенциально состоятельная. При этом она спокойная, при этом она прогнозируемая. В отличие от воздуха, мечей или от жезлов огня, она не любит движения. Любые перемещения для Земли, они смерти подобны. Это не хорошо и не плохо, это так и есть. Примите это просто как данность, а, соответственно, зная, что это так и есть, вы можете этим управлять на свое усмотрение, себе во благо. То есть, если вы знаете, предположим, что поезд отправляется в 18:00, независимо от того, успеете вы на него или нет, это как данность примите, то понимание этого, знание этого, особенность этого дает вам возможность правильно спланировать свой день. Земля – самая прогнозируемая, самая стабильная, самая статичная стихия. Просто взаимодействие с ней позволяет вам извлекать большие блага. Как я уже часто говорил, осенью, если вы посадите в землю чеснок, посеете пшеницу, то весной вы получите всходы, а осенью потом соберете тот самый урожай. И это, как правило, со 100% гарантией произойдет. Даже если урожай будет не очень-то и хорошим, да, не урожайный, как говорится, год, но все равно что-то да вырастет
будут какие-то плоды и больше, чем вы посадили. Это точно. Закон такой, так оно и происходит. Поэтому обращайте внимание на саму эту масть. Если мы говорим о зодиакальном доме, я здесь не готовил никакой информации относительно того, какой это может быть дом. Скорее всего, какой-то из земных, возможно, намек на Козерога, как на такого, я бы сказал, карьериста, как тот, кто готов выстраивать долго, это немножко, конечно, намек на Аркана Башня, выстраивать какие-то сложные, мощные конструкции, запасы, амбары, сносить туда все, заготавливать, стремиться вверх. Почему Козерог? Да, потому что тот, который залезет куда-то на самую-самую высокую скалу для того, чтобы там найти самую зеленую, самую сочную траву, с которыми проблема была, например, в горной местности. Если поговорить еще один пункт, то это магия числа. В данном случае десятка. Десятка – это земная полнота. Помните, когда мы говорили о пятерках? Вот наших 5 пальцев. Это число 5. 2 руки. Мы имеем с вами 2 руки, мы имеем 2 ноги, и это земная полнота, число 10. Оно так не только соответствует нашему телу, но и соответствует нашей системе исчисления, которая удобно делится на десятки. Ну, так математики сделали. Это удобно также в делении там каких-то циклов, каких-то периодов на равные части. В общем-то, так или иначе, это обозначает земную полноту. Это означает какой-то максимум, какой-то финиш, какой-то предел. И это тоже стоит учитывать. Десятка дает нам понимание, что это максимум ситуации. Дальше уже развитие она не получит. Выпадая такая карта на какой-то определенный вопрос, говорит о том, что это все. Это топчик. Дальше ничего происходить не будет. Десятка пентаклей обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. То, ради чего человек работал, достигнуто. И неважно, это что-то внутреннее, какая-то работа над собой, или это внешнее проявление, ну, в буквальном смысле человек работал на работе, на огороде, в поле, чем бы он ни занимался, все, вы к этому пришли, вы этого достигли, вы это получили. Иными словами, год уже закончился, и только переход на новый уровень, то есть на следующий год может, подсознательно ожидаться. Но в этой ситуации все, черта, итог. Дальше только пережить зиму, условно говоря. Да? Вот помните, как стрекоза и муравей. Лето красное пропело, а муравей весь год работал. Вот муравей, ему только теперь дожидаться следующего года, следующей весны. И он дожидаться ее будет, поверьте, с радостью, наслаждаясь зимним временем, как временем чтением сказок, отдыхом и возможностью поделиться тем самым опытом. Это, кстати, может касаться любой сферы, не только сферы пентаклей. Это и карьера, и бизнес, и отношения, и саморазвитие наше. И хотя сама по себе карта говорит, что в задуманном деле вас ждет успех, да, или он уже пришел, но есть также понимание, что путь к этому успеху, он долгий. Десятка. Помните, как много арканов у нас идет перед десяткой? Как много там было испытаний, начиная с двойки пентаклей, потом тройка, когда нужно было много работать, четверка, когда вроде чего-то достигли, а потом нужно было двинуться вперед в стрессовую пятерку, шестерка, когда мы перебороли стресс и смогли заработать больше, чем надо. По семерке снова ждем урожай, когда же он вырастет. По восьмерке начинаем усердно трудиться и работать, переходим в девятку. Ну, как будто бы чего-то не хватает, и мы оказываемся в десятке. Вот это самый длинный путь. Мы понимаем, что по любой ситуации это не быстро будет, это не моментально, это не туз, который свалился на вас сверху, и ваша задача только взять этот шанс, только воспользоваться им. Это упорный труд, потому здесь так много опыта, потому здесь так много пройденных арканов. Они как будто бы все заключены в эту десятку. Стоит об этом помнить и понимать. Даже когда эта карта одна выпала вам в раскладе, имеется в виду одна без вот этого длинного ряда, да, пятерки, шестерки, семерки, то вы понимаете, что здесь так много всего заключено, так много всего здесь сочетается. И путь может быть, если мы смотрим на будущее, не быстрый. Да, успех,
Да, благоденствие и благополучие, но надо будет подождать. Как я уже сказал, если вы сейчас осенью сеете или садите что-то в землю, то оно вырастет вам не через неделю и не зимой, и даже не весной, скорее всего, а поздней весной или ранним летом, а то порой и осенью. Давайте поговорим теперь, как этот аркан может у нас отыгрываться в наших 4 стихиях, в наших 4 сферах жизни. Напоминаю, что мечи – это же воздух, это у нас будет саморазвитие. Жезлы – это у нас будет карьера, это огонь, движение вперед, вверх по карьерной лестнице. Пентакли – это у нас будет стихия финансов, всевозможные богатства, блага и то, как мы с этими финансами управляемся. И кубки – это у нас будут, конечно же, взаимоотношения между двумя чаще всего близкими людьми противоположного пола. Итак, саморазвитие. Если мы говорим об этой сфере, давайте так, чтобы без констатации фактов, которые описывают личность, да, потому что здесь все-таки что-то можно вытащить, да, что-то за персонаж. Но моя задача передать вам ту информацию, те данные, которые могли бы сказать, а что по этому аркану мы все-таки пытаемся понять, какие качества развивать человек может в себе, какие уроки пройти для саморазвития по этому аркану. Всякая масть, достигшая кульминации, является испытанием. Любой какой-то топ, любая какая-то вершина, она может для человека быть как урок, как испытание. И надо сказать, что не каждый человек способен пройти такой вот тест. Можно здесь спору вспомнить слова царя Соломона, когда он в своей книге притчи, потом их записал, он, обращаясь к Господу, молился и говорил ему: «Двух вещей я прошу у тебя. Нищеты и богатства не давай мне, дабы, пресытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». И вот как раз о пресыщении, как раз о богатстве, и в данном случае может идти речь, когда не только, кстати, о богатстве, да, и о бедности, но мы сейчас поговорим. То есть в целом пентакли, они в принципе способны завалить человека своими благами. Они способны дать ему гораздо больше, чем ему нужно. И гораздо больше, чем человек способен переварить. И это отнюдь не значит иметь способности потратить вместо, условно говоря, там 10 тысяч 1 миллион. Нет, не об этом речь. Это то, что сказал царь Соломон, вот это важно. Как суметь так, чтобы иметь благо, но столько, чтобы не возгордиться в сердце своем, и не сказать, мол, кто такой Господь, и при этом не быть таким бедным, чтобы и не было времени, чтобы подумать о духовном, о высоком. Вот это и есть золотая середина. Если провести аналогию со старшими арканами, это своего рода, можно сказать, умеренность, но в мире финансов. Вы все знаете прекрасно, что мы не можем оторвать наши какие-то внутренние ментальные, духовные тела от нашего физического тела, разделить их не получается. Так или иначе мы вместе, как по аркану умеренность. У нас есть как раз наше что-то физическое, материальное, как наши тела, так и мир, который окружает нас, и что-то невидимое, что-то духовное. Сочетать одно с другим, давать пропитание и духовному своему развитию, и физическому, и является главной задачей, в том числе по этому аркану, по десятке. Это способность выбрать тот самый серединный путь. И, как я уже сказал, любая из десяток, обозначающая полноту, может также преподносить нам урок. И вот по саморазвитию это как раз и может быть уроком. Как нам выбрать этот самый серединный путь? Как нам вести себя так, чтобы не ощущать себя бедным, но и не возгордилось, чтобы наше сердце от излишков, от избытков какого-то состояния. Благ не бывает много или мало. Эти блага, они есть, а вот их количество, оно зависит только от нашего ощущения.
Не бывает много либо мало денег, они просто есть. Что такое золото, или что такое платин, или серебро, или драгоценные какие-то камни? Это лишь та ценность, которую люди вложили. Для природы, для земли абсолютно неважно, лежит там кусок какого-то угля или залежи алмазов. Для природы это все равно. Только люди придают этому какую-то определенную ценность. Как следствие, урок, который мы можем получить из этого аркана, это быть счастливыми уже здесь и сейчас, имея то, что у нас есть. Ну, хорошенькое дельце, скажешь ты. Это что же получается? Что бессмысленно теперь к чему-то стремиться? Что нужно жить вот в том болоте, где я есть? А как же прогресс? А как же динамика? Как же личный рост? Да? Вот ты, Евгений, так вот все это закрутил и выкрутил. Но не надо путать Божий дар с яичницей. Это разные вещи, разные понятия. Потому что человеку, к сожалению или к счастью, свойственно не замечать тех богатств, которые он имеет. Роптать, что все это не то, что я хочу чего-то другого. Ну, как у девушек бывает. Прямые волосы надо завить, а кудрявые выпрямить. Такова наша природа. Мы такие люди сами по себе, что если мы не имеем внутреннего какого-то настроя правильного, саморазвития, то мы склонны роптать и быть недовольными тем, что мы имеем. Вы можете со мной не согласиться, сказать, что это не так. Мол, дай мне. И вы сейчас, каждый из вас назовет то, чего вам не хватает, и я буду себя вести по-другому. Ничего подобного. Посмотрите на людей. Благо, мы сейчас с вами живем в информационный век, и можно получить информацию из прямых, открытых источников относительно той семьи, того человека или того политика, который имеет то, что не имеете вы, но то, чего вы так бы хотели. И что? Помните пример с Майком Тайсоном, который заработал $400 миллионов? Ну, казалось бы, как можно быть бедным при этом? Как можно получить в итоге банкротство и долг в $27 миллионов? Как это возможно? Мне дай всего $1 миллион, и я буду счастлив всю свою жизнь до конца дней своих. Так вот, не в деньгах дело, не в их количестве, а в том, как мы управляем с этими самыми ресурсами. То, как мы это ощущаем. Так вот, задача по саморазвитию по десятке пентаклей – это как раз понять, что мы можем быть счастливыми уже здесь и сейчас, независимо от того, что мы имеем и сколько. Десятка пентаклей, такая приземленность, она несет эзотерический смысл. Тут так же, как и в тузу пентаклей, когда мы можем наблюдать вот за этим материальным миром, за тем, что происходит вокруг нас, как по десятке, да, как начинается год, как что растет, как что произрастает, как что взращивается. И вот обращая внимание на этот круговорот всего в природе, людей, животных, растений, всего-всего, да, и вот мы в этом начинаем видеть и замечать божественное в обычных вещах. Это особенность, на которую способны старцы, умудренные опытом, сидящие у камина, читающие детям сказки. Вот они поняли жизнь. А кто жизнь понял, тот уже никуда не спешит. Почему? Потому что все, что такому человеку надо, оно и есть, оно здесь. Вот эти дети, вот эта книга, вот эти слова записаны в этой книге. Если у вас есть связь поколений, и вы могли пообщаться с дедушками и бабушками, то вы знаете, в каких условиях они жили, а в каких вы сейчас живете, что они имели, а что вы, на чисто бытовом уровне. В каких одеждах ходить, чем питаться, на чем ездить, где отдыхать и так далее, и так далее. Почему вы не можете быть довольны и радоваться всем этим? Конечно, можете. Десятка пентаклей как раз и говорит об этом. Прыгаем в следующий блок. Давайте поговорим с вами о карьере, о том, когда мы двигаемся вперед по карьерной лестнице, что мы можем вытащить из этой карты, что этот аркан нам должен сказать. В первую очередь, конечно же, в глаза бросается опыт. А почему?
Почему опыт бросается в первую очередь в глаза? Потому что для того, чтобы дойти до вот этого максимума, который изображен на карте, нужно было потратить много времени, много сил, и как следствие таких действий за единицу времени мы приобретаем опыт. Вообще, что такое опыт? Что, как объяснение, как термин, вот опыт или эмпирика, да, слышали такое вообще? Эмпирический опыт, вот сочетание. И я бы сказал, что даже в какой-то степени слова синонимы. В общем, опыт или эмпирика – это совокупность знаний, умений, приобретенных человеком в процессе взаимодействия с внешним миром. Если сказать еще проще, то опыт – это познавание мира практическим способом. Поэтому наши действия, которые мы совершаем за временной какой-то отрезок, позволяет нам приобрести этот самый опыт, который очень хорошо ощущается и присутствует в этой самой десятке пентаклей, и который так важен в карьере. Где такой большой опыт, там мастерство, там сноровка, там трудолюбие и смышленность. Это замечательные качества, которые хочет видеть каждый работодатель в своем сотруднике и которые каждый мастер хочет видеть в себе как результат в карьере, к чему он хочет прийти. Здесь и 8 заключена. Помните пентаклей, тот самый мастер? И 3, и 7, способность ожидать, ждать. И 9, и много других арканов, которые вот сюда они все зашли, спрятались, они все там сидят. Здесь так много опыта. А за этим опытом так много мастерства, трудолюбия, усердия, усидчивости, способности планировать и выполнять задуманное. Как результат, по этому аркану, там успех задуманного дела, там процветающие проекты и бизнес. Это также что-то максимальное, что-то, что может произойти в каком-то рассматриваемом вопросе в разделе карьеры, в разделе бизнеса, подпишем договор или нет, или что принесет нам заключенный договор с данным подрядчиком, с данной фирмой. Если я обращусь к этому юристу, а не к другому, что это принесет? Это какой-то максимум в том вопросе, который мы рассматриваем. То есть он твое дело решит на 10. Никто другой его не сделает лучше, чем он. Стоит также об этом понимать. И, конечно, там может быть заложены успехи, процветание и так далее. Если же это сигнификатор человека на работе, то он не только обладает тем самым опытом, усердием, трудолюбием, то есть вот этими всеми вышеперечисленными качествами, но он также занял очень прочное положение в своей сфере, в своей нише. В зависимости от постановки вопроса, от конкретики вопроса, может также означать, например, продвижение по карьерной лестнице, по службе или в делах. И, конечно же, может также говорить о том, что это выход будет на какой-то новый этап, что человек стал выше. И не значит, что это будет максимальная должность в данной какой-то корпорации или фирме. Зависит все, кстати, от конкретики вопроса. Может и это означать. Но может также предвещать, что человек будет просто двигаться вверх, вверх, вверх и вверх. Как бы там ни было, вопрошающий получает максимум, какой только возможен в освещаемой ситуации, на то, на что мы смотрим. Все, больше он уже не получит. Это топ, вершина. Если мы с вами поговорим о финансах, а это, собственно, как раз та сфера, которой и управляют пентакли, потому что это же родная стихия десятки пентаклей. Поэтому нет никаких сомнений, что она как раз в этих денежных вопросах сулит отличное положение дел. Она говорит о росте и развитии. Она говорит о том, что вернутся к вам вложенные средства. Если вопрос касался того, что я, дескать, хочу инвестировать вот в этот фонд, или вложиться в эту фирму, или положить деньги на этот депозит, что я в итоге получу? Выпадает такая карта, говорит, что ты, мало того, что ты получишь, конечно же, ты получишь обратно вложенные средства, мало того, ты еще получишь максимум, какой возможен. То есть весь свой опыт или те пентакли, которые ты готов проинвестировать, потратить, они тебе вернутся.
Если вспомнить, как я часто упоминаю, 3 способа обращения с деньгами, это касается, кстати, любой карты, любой сферы, а именно это у нас зарабатывание. Помните, да? Мы ходим на работу, зарабатываем. Это сохранение денег, разница между потраченными и заработанными деньгами, и потом приумножение, то есть тот излишек, тот остаток, который у нас накапливается за какой-то промежуток времени. Мы начинаем думать, а куда же его вложить, потому что есть лишнее. Так вот, десятка, она как раз ведает вот этими всеми 3 способами обращения с деньгами: и зарабатыванием, и сохранением, и приумножением, то есть инвестированием. Если говорить о буквальном, оракульном прочтении этой карты в разделе финансов, то это может означать получение наследства, потому что здесь показана смена поколений, передача чего-то, да, передача опыта, например, может быть, от одного какого-то мастера другому. Также может говорить о жизни под одной крышей разных поколений. Хотя, казалось бы, где финансы, где разные поколения, но если это касается недвижимости, почему нет? А коль мы уже с вами заговорили о разных поколениях, которые живут под одной крышей, то впору тогда поговорить и об отношениях. Отношения — это у нас как раз будет мир кубков, это мир воды. Чаще всего, конечно, это 2 человека. Но, кстати, такая карта, даже чисто визуально оракульно, она нам говорит, что здесь может быть и больше, чем 2 человека. Скажите, пожалуйста, вот глядя на этот аркан, вот что о нем можно сказать про взаимоотношения? Даже если вот мы еще ничего не обсуждали, но на основании того, что уже слышали до этого. Замечательная карта, не так ли? То есть мы смотрим и видим, что здесь изображено, условно говоря, счастье, изображена какая-то полнота, изображено довольство тем семейным положением, которое есть у человека. То есть, в принципе, язык не поворачивается сказать никакого кривого слова про вот такие отношения в паре или в семье, да? Если про 10 кубков, помните, да, у нас там такая тоже радужная картина, такая себе пастораль, можно сказать, что это полный дом, полная чаша, то вот про эту я бы сказал, что мой дом – моя крепость. И на классике так оно прямо изображено. На фоне дальнем мы видим начало какого-то строения такого основательного, мощного. Это какая-то арка, может быть, вход прям в целый какой-то комплекс домов. Мой дом, моя крепость. И почему так ощущается? Если кубки полный дом, полная чаша, то здесь мой дом, моя крепость. Потому что пентакли, потому что козерог, потому что тот же аркан башня, но в позитивном смысле, что что-то можно выстроить, что-то можно создать, что-то можно поднять с самых низов, кирпичик по кирпичику закладывать это. Как постепенно растет дерево, из желуди превращается в огромный столетний дуб, 100-летний, то есть 100 лет рос такой дуб. Так и этот дом, эта 10 пентаклей устраивается постепенно, по кирпичику. Мы, кстати, каждый раз, когда с вами говорили про пентакли и про взаимоотношения, то мы и говорили, что в 8 пентаклей, что в 3 пентаклей, что это те отношения, которые строятся, когда их можно строить. И человек, обладающий чутьем по пентаклям, он понимает, что это какие-то практические шаги. Я еще, по-моему, тогда говорил такую фразу: «Не учи меня жить, помоги мне материально». Не надо рассказывать о том, как ты меня любишь. Покажи это на практике. Докажи это какими-то своими действиями. И человек по 3 пентаклей это доказывал. По 8 пентаклей также он усердно трудился над взаимоотношениями, на том, чтобы выстроить их, создать фундамент, потом по кирпичику выкладывать высокие стены. Вот та самая 10 – это мой дом, моя крепость. Это карта счастья, карта стабильности, карта завершенности. Она предполагает наличие семьи и тесных эмоциональных связей. Кстати, из практики стоит сказать, что не всегда это будет полная семья в традиционном смысле этого слова, где будет муж, жена, дети. Не всегда. Скорее, это ощущение человеком, внутреннее ощущение,
Ведь карта — это у нас же эмоции, это считыватель эмоций, внутреннее ощущение, что его семья полная. То есть если муж и жена, они не намерены, не настроены или, может быть, не могут иметь детей и давно с этим смирились, и им вдвоем хорошо, то для них это десятка, это полная семья. Как я уже сказал, на практике очень часто может обозначать такую семью, вроде со стороны не полная, а с людьми поговоришь, понимаешь, ну так, конечно, тогда все понятно, тогда полная. В такой семье сильна тема социального эталона, именно по пентаклям. То есть важно подавать пример, быть образцом для подражания. И Кстати, это вовсе не означает, что такие отношения не искренние, что они такие, излишне формальные. Нет, это просто так правильно. Человек так ощущает, что так должно быть. Это как отношения, может быть, по иерофанту. Такие несколько, может быть, формализованные, несколько традиционные, несколько скучные. Но если оба человека или все члены семьи настроены на это и считают это правильным, что в этом плохого? Абсолютно ничего. Люди такие могут быть целиком и полностью счастливы. В прямом положении, не в перевернутом. До него дойдем еще. На практике часто показывает пару, семью, люди, в которой приросли друг к другу корнями. Они так тесно связаны между собой. У них так много общего по пентаклям, что даже если предположить, что там нет любви, то разорвать таких людей практически невозможно, очень трудно. Их так много всего соединяет, они так вросли друг в друга в корнями, что разделение там очень и очень трудно. И когда даже такая семья становится вот так перевернутой, то их так много соединяет, столько всего, что порой действительно становится вопрос, что люди несчастливы, но остаются жить вот в этих отношениях, потому что их очень много всего связывает и объединяет. Может также такая карта указывать на разного рода какие-то формальные вещи в семье, дань традициям, какую-то традиционность. Самый главный позитив, который заложен вот в таких отношениях, это чувство глубокого довольства, чувство достатка. Все так, как должно быть. Тебе не хочется чего-то другого. Ты не смотришь на то, как в чьей-то семье. Она не смотрит, какой там другой муж. Есть ощущение того, что то, что ты имеешь в этих отношениях, в этой семье, это топчик, это вершина, это максимум, который может быть. И этот максимум тебя совершенно целиком и полностью устраивает. Причем важно, чтобы это было обоюдное чувство. Именно тогда эта карта будет прямая для обеих. Потому что если это не так, то мы сейчас поговорим о реверсе. Как ни странно, но вот в такой карте, какая бы она ни была замечательная и прекрасная, тоже есть негативные значения. Я уже потихоньку начал как раз о них говорить. Например, одно из таких самых очевидных значений перевернутых и понятных это же максимум нас обозначает, да? Это максимум. А что, если это максимум, который человека не устраивает? То есть карты в раскладе показывают, что это максимум, но это не тот максимум, к которому человек хотел бы прийти. Он понимает, что дальше рост, развитие невозможно. И своего рода получается застревание в таких отношениях. По пентаклям, как и самой медленной стихии, очень сложно будет вырваться из таких отношений. Я в предыдущем блоке говорил, что это люди, которые так между собой срослись, так соединились, у них столько всего общего в материальном мире. Это не в смысле общего имущества, это в смысле, что их так много всего связывает. Какие-то общие дела, может быть, и дети, и недвижимое, и движимое имущество, и много всего, и быт, который выстраивался годами, что они не мыслят друг без друга. Я имею в виду чисто таком материальном уровне. Душой, сердцем, кто-то из них, например, отваливается немножко. И вот отсюда происходит такое ощущение того, что это полнота, что это уже топчик, это десяточка, но это не то, чего бы ты хотел. Девушка, например, встречается, может быть, недавно даже с парнем. И для него
такая десятка – это максимум, потому что он такой замечательный красавец еще не встречал в своей жизни, и для него ощущение семейного счастья с этой девушкой переросло в десятку. Для него это максимум, он большего и не хочет. А рядом выпадает на девушку точно такая же карта, но перевернутая. И она тоже понимает, что это десятка, что этот парень выше головы не прыгнет. Но она не получила то, чего она себе там в голове запланировала. Знаете, как есть вот это вот ожидание и реальность? Ожидание в чем? В покупке, в блюде, которое ты готовишь. Ожидание от пары, от твоего партнера. Одно, а ты получаешь в итоге другое, худшее. И вот когда ты получаешь худшее, приходит ощущение перевернутой десятки, что это максимум. Ты понимаешь, что он не выпрыгнет из штанов, не прыгнет выше головы. Не сможет он этого сделать. И тебя-то не устраивает. Ситуация максимальная, да, и она тебя не устраивает. Вот это вот такое самое простое, самое очевидное, что можно вытащить в перевернутом значении. Также может говорить о каких-то формальных отношениях, когда, например, все делается на показ, для какого-то определенного статуса, для образца. Очень часто эти семьи, которые могут быть семьи политиков, семьи публичных людей. Мне даже какой-то недавно фильм попадался, когда отец, проводя избирательную кампанию, он хотел показать всю свою семью, он вытаскивал своих дочерей на публику, пытался целовать ее в щечку перед камерой, а она его отталкивала и отвергала. И становилось понятно для всех окружающих, что там десятка перевернутая, что человек, он хотел показать, какая у него образцовая замечательная семья, но на деле она такого не является. На деле не все члены семьи считают, что они там живут полноценной счастливой жизнью, что то, что у них есть, это топчик и это максимум. Соответственно, о такой вот семье перевернутой можно сказать словами Иисуса. Он, когда обращался к фарисеям, порицая их и обличая их, то он говорил, что они напоминают побеленные могилы, которые внешне кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвецов и всякой нечистоты. Просто раньше памятные склепы, в которых хоронили людей, или те же могилы, они могли быть внешне облагорожены красиво, ну, как и сейчас происходит, да? Побеленные известью, замазанные, там, нарисованные красиво, но внутри там нечистота. Он сравнивал таких людей, фарисеев, с этими могилами. Вот такую семью в перевернутом значении также можно сравнить, что внешняя оболочка присутствует, а внутри там мерзости полно. Когда особенно ощущается по этой карте патриархат, какая-то такая семья традиционно патриархальная, и есть все такие вот, надо и на Пасху сходить в церковь, и вот это все сделать обязательно, соблюдать все формальности, все тонкости, какие-то нюансы, которые общество выстроило и заставляет их выполнять. Эта семья выполняет, но внутри там нет фундамента. Это дом, который основан не на камне, а на песке. Подуют ветры, пойдут дожди и смоют такой дом куда-нибудь в какую-то долину. Также в перевернутом можно говорить об излишнем какому-то тупому следованию ненужных традиций. Может быть, даже их навязывание. Там уже соседние карты могут показать, предположим, как я уже сказал, отца семейства или маму, которая может излишне быть традиционалисткой и заставлять выполнять какие-то вещи, которые совершенно не к месту, которые не нужны. Или которым другие члены семьи противятся, они не хотят. Даже если это очень правильные и нормальные вещи, но вторая сторона это отвергает, также может показывать вот такую ситуацию. Если мы говорим о том самом пресловутом опыте, то вот здесь может быть опыт, который, ну вот вообще как бы не к месту, нет возможности его применить. Или опыт какой-то не такой, или вы его пытаетесь впихнуть туда, куда он не впихивается. То есть какие-то советы, которые ни к селу, ни к городу, они никак сюда не подходят. Тоже может обозначать вот в таком реверсном значении. Также, если в таком буквальном перевернутом значении, и мы говорим о пентаклях, то это могут быть какие-то неразумные траты,
вложения, инвестирования, скорее, что они либо не окупятся, либо что это было не вовремя, не к месту сделано. И, конечно же, что-то, скорее всего, было сделано раньше, а сейчас мы вроде как бы ожидаем урожай, но понимаем, что, скорее всего, он либо не придет вообще, либо что он очень-очень-очень сильно затягивается. В перевернутом значении также может отыгрываться что-то как снаружи, так и что-то внутреннее. Если мы говорим, что снаружи, то это получается так, что вот вроде даже это внутреннее. Но вот снаружи все есть, да, вот у человека, он вроде как бы все имеет, не за что придираться. И неважно, о чем мы говорим. Мы говорим о семье, об отношениях, мы говорим о карьере, мы говорим о финансах, о деньгах, о быте человека. Все у него есть. Замечательно, десяточка прямая. Но внутри сам по себе человек недоволен. Душа у него ни к чему не лежит. Помните, он хочет другого. У него волосы прямые, а он хочет их завить. Я лысый, а я хочу, чтобы у меня была шевелюра на голове. А другой с шевелюрой думает, вот было бы здорово, чтобы я был лысым. Задолбался уже стричься, хочу быть лысым. И вот это вот наша натура человеческая, непостоянная, она нас все время терзает и мучит. Поэтому такой важный урок здесь и упор надо делать на саморазвитие, потому что это позволит вам довольствоваться вашим материальным миром. Неважно, на чем вы ездите, где вы живете, что вы едите и во что одеваетесь. А другой вариант – это когда внутри у человека как бы все есть, имеется в виду его какой-то уровень ощущения стабильности, правильности того, что ему всего хватает. Но внешние обстоятельства, они сильнее человека. И они препятствуют на пути к какой-то буквальной полноте физической. То есть вроде человек, как я уже говорю, он выстроил внутренний баланс и готов сейчас двинуться в путь, готов что-то совершить, сделать, но объективные внешние обстоятельства, причины ему препятствуют, ему мешают. Это, стоит сказать, что более редкое явление, в отличие от первого, но все же как пример можете запомнить, что это также может быть. Также по этой карте это может быть недобор энергии или перебор. Если это недобор, то это излишняя осторожность. Например, может быть, как даже результат прошлого какого-то опыта негативного. И со стороны в таком случае выглядит как очень долгий путь к успеху. Слишком медленное продвижение к цели. Вот недобор энергии мало. То есть так человек осторожничает, так медленно он продвигается. Говорю, как вариант из-за негативного прошлого опыта. Что как будто бы эта цель все время отодвигается. Уже можно было бы достичь, а она все время откладывается на какой-то непонятный, только от человека зависящий, скорее всего, срок. И второй вариант – это когда перебор, когда недостаток, например, опыта позволяет применять сырые решения. И со стороны в таком случае это выглядит как поспешность. То есть мало у тебя еще опыта, не хватает тебе каких-то знаний, сноровки, еще чего-то, но ты берешь и применяешь. Ты делаешь так, как если бы ты уже был мастером с большой буквы «М». И со стороны, как я уже сказал, выглядит как поспешность, как сырое принятие решений или развитие ситуации. Тогда тоже будет восприниматься как негативное. Вот такая у нас сегодня карта. Десятка пентаклей. Очень интересная, очень, как по мне, важный аркан. Аркан, который, с одной стороны, такой простой и однозначный. Десятка, полнота. Может означать много денег. Может обозначать, что все хорошо, что мы к чему-то пришли. Но здесь так важно вытащить то самое значение, что уже здесь и сейчас у нас всегда есть поводы, чтобы быть довольным. Как я уже сказал, это вовсе не означает, что все, я лягу на диван, у меня и так все замечательно и прекрасно, не к чему стремиться. Всегда можно начать Новый год. Он и сам порой начинается, новый виток. Но достигнув уже чего-то, будьте добры, сполна насладитесь этим. Воспользуйтесь этим так, чтобы внутри у вас установилось чувство гармонии. Если вы имеете семью и отношения, то, возможно, это именно те отношения, которые вам нужны и которых вполне хватает.
Если это может быть ваша работа, то, возможно, это также то, что вам надо. Обратите внимание, что вы можете максимум какой-то вытащить из тех вещей, которые у вас уже есть. Быть довольными тем, что вы имеете. Это сложный баланс, который стоит соблюдать между тем, чтобы двигаться вперед, и между тем, чтобы удовлетворенным быть тем, чего ты уже достиг. Потому что, как правило, это вещи, которые немножко взаимоисключают друг друга. Огонь, который хочет постоянно двигаться вперед, и земля, которая хочет остановиться. И вот этот баланс стоит внутри себя в первую очередь соблюдать, для того, чтобы было ощущение чувства гармонии. Я желаю вам именно так жить каждый ваш день, подводя чертог под концом дня, чтобы у вас было ощущение, что именно сегодня вы смогли что-то или получить, или уже иметь. То, что делает вас счастливыми, то, что позволяет вам испытывать чувство благодарности, ощущение полноты, ощущение того, что вот оно, я получил то, чего мне хватает, я счастлив. Этого достаточно. Желаю вам удачи, всего доброго, до свидания.